Всем огромный привет! Друзья, сегодня я делюсь с вами еще одним очередным рецептом приготовления домашней специи. На этот раз довольно необычный вариант – специя со вкусом креветок. Но не с синтетическим вкусом, а из самых настоящих креветок, вернее их панцирей. Специя очень ароматная и полезная к тому же, но все по порядку. Креветки принадлежат к списку продуктов с максимальным содержанием хитозана. Это очень полезная вещь, которая входит в состав многих пищевых добавок, лекарств. Это вещество выводит токсины, имеет противоопухолевый эффект. Еще это вещество ценно тем, что оно снижает уровень холестерина в крови, связывает, то есть жиры, и препятствует их всасыванию. В результате жиры не усваиваются и проходят транзитом, что способствует прямому снижению веса, снижению артериального давления, улучшается пищеварение. Но если желаете и вправду получить максимальное количество этого вещества из этих продуктов, в частности из креветок, тогда предпочтение следует отдавать не королевским креветкам, а более мелким экземплярам. Их панцири легче разжевать, а хитин из них легче усваивает наш организм. В данном случае у нас получится безотходное производство. Мясо креветок мы скушали, а панцири я оставила. Буду превращать их в хитиновую, очень ароматную крошку, из которой буду делать приправу. Если интересно, значит смотрим дальше, а я продолжаю. Вот тут у меня на тарелке 100 граммов панцирей креветок. Мы их уже скушали, это остатки. Как говорится, безотходное будет производство. Хвостик съели, все, что можно скушать, скушали. На тарелке я предварительно уже взвесила. Тут у меня ровно 100 граммов отходов креветок, их панцирей. Буду их высушивать с помощью микроволновки. Распределила ровным слоем по тарелке, отправляю в микроволновку на 3 минуты. Мощность максимальная 800 Вт. Больше у меня не выставляется, в принципе, и не надо. По истечении этого времени достаю тарелку и даю ей полностью остыть. Но 1-2 раза просто перемешиваю. Эти 100 граммов панцирей у меня высушивались 3 раза, получается, по 3 минуты. Каждый раз я давала полностью остыть и панцирям, и тарелке. До полного остывания оставила. После каждых 3 минут, проведенных в микроволновке, остывали полностью панцири и тарелка. Это после 2-го раза они не пригорают, ничего. Теперь после 3-го раза, когда они полностью остыли, я их приминаю немножко рукой, только осторожно, потому что они колючие. Буду измельчать их в ступке. Нету ступки, измельчайте блендером, кофемолкой. Все очень легко и просто превращается в такую крошку хитиновую. Очень, кстати, она ароматная, имеет такой насыщенный аромат и вкус, и такой приятный розовый цвет. Но в таком натуральном виде она такая очень сильный имеет креветочный такой аромат, поэтому я буду добавлять еще добавки в эту специю и буду использовать ее вместе с ароматными специями, которые подходят к морепродуктам. В частности, это морская соль,
полная такая с горкой столовая ложка морской соли сюда. Тут у меня укроп, и веточки зеленые, и неспелые семена укропа, они тоже такие не огрубевшие и имеют очень сильный аромат. У меня тут смесь вот этой приправы. Я предварительно ее непосредственно перед использованием тоже в ступке немножко перетираю для того, чтобы специи отдали еще такой более яркий аромат, приобрели. 2 столовых ложки укропа. Все, отправляю. И сюда же очень хорошо к креветкам, вот к таким специи подходит тимьян. 2 полных столовых ложки тимьяна. Кто не знает, это чабрец. Тоже все измельчаю. И еще один компонент – это имбирь. Молотый имбирь, корень имбиря. Все, осталось чайную ложку имбиря я добавила, осталось все хорошо смешать. Храню такую специю в стеклянной баночке с плотно закручивающейся крышкой. Приправа имеет очень такой яркий, насыщенный вкус и аромат, а наличие корня имбиря, укропа и тимьяна с морской солью прекрасно дополняют вкус креветок. Специя натуральная, домашняя, без химии, ну а это, думаю, немаловажно. Такая домашняя специя прекрасно подходит как добавка к различным салатам, когда готовите, например, домашние чипсы или сухарики, вот вам и вкус креветок к рыбе, к рыбным блюдам, к блюдам из морепродуктов. Друзья, ну а мне остается надеяться, что это видео было вам полезным и интересным. Если это так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. Не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался, и нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. С вами была Виктория. Всем пока и всем до новых встреч.